Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом мастер-классе мы будем с вами вязать вот такой вот свитер, веселенький. Я вам покажу, чтобы вы разглядели со всех сторон. Но это не просто свитер. Ну, в основном он будет на мальчика, но рекомендации обязательно будут и для девочек. Горлышко с подворотом, лапки тоже с подворотом. Ой, здесь ниточку я не убрала. Ну, ничего страшного, уберем. Вот пузико. Но дело в том, что это не как всегда мы с вами вязали свитер. Это свитер на круглой кокетке. То есть здесь нету реглана, его не будет. Видите, просто все вот такая кокеточка, ну такой небольшой рисунок, просто как в виде ознакомления. Здесь как бы рисунок не главное в этом мастер-классе, а главное вот именно круглая кокетка. Расчет, как рассчитать эту круглую кокетку, как ее связать. Вот так будем вывязывать мы с вами нашу, видите, форму обязательно, да, для мальчиков. То есть не забудем про мальчиков. Но вышивка будет отдельным мастер-классом. Это будет не мастер-класс, просто отдельное видео. Вот, кто хочет тоже декорчик такой или какую-нибудь вышивку, можете тоже обязательно сделать. Вот. Что нам понадобится для этого, да? Я использовала вот такую пряжу, картопу. Здесь 100 грамм, 280 метров. Ну, берите или похожую по метражу, или можете такую же взять. Ну, мне очень пряжа нравится, она мягенькая, теплая. Очень хорошо как раз собачка переносит, да? И ее компаньон, то есть пряжа, у меня это такая же пряжа, вот от нее, да, тоже такая же бумажка. Вот, но это у меня остаточки. Вот было немножко, ну, для декора, да, так скажем, чтобы разбавить, как раз таки хватает. Ну вот, я сначала думала сделать снежинку такую, да, думаю, ну, например, сейчас зима кончится, ну, что ж, ходить со снежинкой, его же не только зимой, его можно и весной, и осенью носить, и вот такой вот веселенький получился свитер. В общем, кто заинтересовался, кому понравилось, решайте, да. Приготовьте, да, вот эта дополнительная ниточка нам понадобится. У меня это ХБ, это Янар Джинс, тоже остаточки, да. Маркеры понадобятся нам, можете такие, можете вот такие взять, да. Обязательно спицы, у меня это номер 3, 5 спиц, вот, ну, ножнички, кому какие, да, нравятся. И все, в добрый путь мы с вами начинаем вязать вот такой вот свитерочек. Итак, приступаем мы, да, к нашей модельке. Если вы все посмотрели, все вам понравилось, решили вы такое связать, то вперед, да. Тут у меня под рукой, как всегда, моя подсказочка, мой черновик. Вам буду показывать на этой собаке. Для начала, да, я связала уже резиночку, чтобы не засорять как бы время. Ссылку прикреплю, как сделать эластичный набор. То есть, ну, будет ссылочка наверху, и внизу в описании обязательно ссылочка, эластичный набор именно на 5 спиц, как набирать, и резинка 2 на 2. Вот. Провязала я просто 2 ряда, после этого просто лицевыми петельками, и остановилась. Теперь мы начнем как бы с самого начала, да. Естественно, это наши мерки любимые и образец. Вот, нужно связать образец. Это та же самая пряжа, это картопу Cozy Wool Sport, 280 метров на 100 грамм. У меня 2, как видели, вот таких вот цвета, да. Это остаточки у меня, это моточек, и в общем будем творить красоту мы с вами. Ну, обязательно дополнительная ниточка, то опять-таки же у меня остатки от Янар Джинса. Тоже вот я всегда пользуюсь ими, хотя вот режу, потом вяжу в разных местах, снимаю, остаются по одной. Ну, в общем, отступление от темы, да. Вот связала я, как всегда, вяжу образец, его сохраняю, оставляю и замеряю. Вот. В этом образце 20 петель, 10 рядов, составляет это 9 сантиметров и 3,5 сантиметра. Вот, значит, смотрите, начнем мы с наших мерок. На собаку, на свою, да, я буду вязать обхват шеи
пишу сразу, да, обхват шеи 25. Обхват груди, да, какие нам мерки с вами понадобятся? Грудь, шея, ну, и как бы, как всегда, но одна еще будет дополнительная. Так, обхват груди 35 пишу. Высота, ширина груди, расстояние между передними лапками, ширина груди. Ширина груди составляет, так, сколько я писала? 5 сантиметров. 5. И высота груди. То есть, какую мы будем вязать, как всегда, с вами, какой реглан будем, да, высотой вывязывать. Высота груди у меня составляет 6 сантиметров. Вот. И еще один размер дополнительный я сняла. Вы позже поймете, для чего он нужен. Это обхват лапки. То есть в самом широком месте, прям под мышкой, это пишу просто лапка. У нас он составляет в свободном таком обхвате 12 сантиметров. Вот. Для чего нужно, вы увидите, потому что у нас будет моделька другая, не реглан, а это будет круглая кокетка, поэтому этот размер нам необходим. Теперь нам нужно с помощью калькулятора произвести нехитрые расчеты. Да? Так как в образце в моем в 20 петлях это составляет 9 сантиметров, 20 делю на 9, получается 2,22. Вот здесь себе пишу 1 сантиметр у меня равен 2,2 петли, а в рядах это 2,8 ряда. Вот так я себе пишу. Ну, ряда. Ладно. Все. И далее мы с вами умножаем. Просто умножаем это на 2,2. Это на 2,2. Ширину грудки тоже на петли умножаем. Высоту грудки умножаем на ряды, то есть на 2,8. И лапку мы тоже умножаем на петли, на 2,2. Все, быстренько действия производим свои и приступаем уже к построению самой, ну, выкройки или самих расчетов. То есть каждую петельку будем рассчитывать. Итак, произвела я расчеты, смотрите, да? Вот что у меня получилось. Все, собака нам как бы пока не нужна, да, пока не нужна. Вот 56. Ну, там получается немножко другая цифра, да, но я взяла 56, как всегда объясняю почему. Потому что я буду вязать резинкой 2 на 2, поэтому нужно, как бы, чтобы наше число делилось на 4. Если вы вяжете резинкой 1 на 1, то вам любое четное число подойдет. Ну, если по кругу, конечно же, да. У меня это 2 на 2 резинка, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вот, поэтому 56 петель. Вот, здесь я провязала ее 10 сантиметров, да, высоту. Хочу, чтобы был подгиб. Ну, он точнее будет подгиб. Вот так, да, поэтому 10 сантиметров. Далее приступаем к нашим расчетам. Смотрите, каким образом это у нас с вами будет. Мы с вами набираем 56 петель. Да? Вот здесь прям с вами пишем 56. И вяжем резинкой какой угодно, как вам нравится. И опять-таки же, какой высоты вам нравится. Да? 1 на 1, 2 на 2, там, 3 на 3. Это на ваше усмотрение. Набрали, вяжем. Да? Связали. И дальше мы с вами будем делать увеличение. Сразу вот здесь вот, ну не в первом, 2 ряда вот эти, которые я провязала, мы их считать не будем. Мы их не считаем. Да? То есть первый, второй ряд мы с вами в первом ряду мы с вами сделаем прибавки, во втором ряду просто их провяжем. Но как мы будем делать, да? Смотрите, что нам для этого нужно. Нам с вами нужно, да, 56 у нас было, нужно, чтобы на грудке было 78. Но и сюда приплюсуем мы с вами рукава. Итого вот здесь, внизу, мы с вами напишем. 78 нужно, чтобы было, плюс 1 рукав и плюс 2 рукав. То есть мы сейчас с вами будем вывязывать все вместе. И того у нас получается 130 петель.
То есть нам нужно с вами с 56 выйти на 130 петель. Итак, в первом ряду через 2 петли, да, мы с вами делаем прибавки. Я вот здесь пишу первый ряд. Через 2 петли, то есть мы 56 поделим напополам, у нас получается 28, если мы будем делать прибавку. Я вам все это дальше покажу, это пока просто расчеты. Мы 56 плюсуем 28. То есть если мы будем делать через 2 петли, у нас будет 28 прибавок. У нас с вами получится 84. Это первый ряд, да, с прибавками у нас. Потом мы свяжем там рисуночек, 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 да, и нам нужно будет еще же прибавить. Нам же надо, чтобы получилось у нас 130, ну, хотя бы приблизительно, да, хотя бы близко. Пока не близко. 84. Поэтому мы опять через 2 петли сделаем прибавки. А 84 разделить на 2 получается 42. Так, в каком ряду мы это будем делать, да? Пока мы не знаем, пока я не пишу, я просто напишу 84 плюс 42. Итого у нас получается 126. Это еще один ряд с прибавками. Но в каком? Вот тут наша высота грудки. Видите, 16 рядов. Мы провяжем с вами всего 16 рядов. Ну, давайте так и сделаем. Если мы делаем прибавку в первом ряду, значит, следующая прибавка будет в 9 ряду. Правильно? Ну, логически, да? 8 рядов мы так провяжем, а эту сделаем в 9 ряду. Вот так. Все мы себе написали. Дальше. Когда у нас с вами получилось 126 петель, мы скидываем петельки на рукава. Сколько петелек мы скидываем? Правильно, 26. 26 сюда, 26 сюда. И у нас с вами остается здесь 74 петли. Ну, от 126, правильно же? Остается 74. Вот. Но, чтобы как бы быть совсем, вот можно оставить вот так. Ну, это практически идеальный вариант, да, тут до 130 у нас не хватает 4 петель, я думаю, это не критично, но если быть совсем точным, я хочу просто как бы рассмотреть и другой вариант, вдруг у вас там, ну, как бы много не хватит, да, тогда мы сделаем так, мы сюда прибавляем 2 петли подреза, вот сюда, да, 2 петельки, сюда 2 петельки. И, соответственно, естественно, когда у нас вот это скинется на дополнительную ниточку, а 2 петельки подреза все равно уйдут сюда. И я также и пишу плюс 2. И у нас с вами получается идеально 78, как доктор прописал. Правильно? Вот так у нас с вами будет вязаться дальше наш свитер на 78 петельках. Вот здесь хочу вам показать, вот так, да? Там, где мы с вами закончили, да, вот так вот. То есть здесь ряды, это как бы, как вы хотите. Я сделала 10 сантиметров подворот. Вот здесь мы, известно нам, здесь нам ряды известны, здесь 16 рядов. Все, вот и все расчеты. То есть несколько математических действий, и все, не надо рассчитывать, ну, как бы, вы знаете, это не замена реглана, понимаете? Это, опять-таки же, для общего развития, для расширения, да, каких-то знаний, для получения новых знаний. Ни в коем случае не замена. Некоторые скажут, вот, мы привыкли вязать реглан, нам так удобно, и ничего нам больше не нужно. Нужно попробовать и этот вариант. Потом на реглане не всегда удобно вывязать, например, какой-то рисунок, да, вот дополнительной ниточкой, да, какой-то вот. Здесь я вам покажу самые элементарные, вот как у меня есть, да, элементарный самый. Дальше вы, естественно, включите свою фантазию и вперед, пожалуйста. Вы можете сделать любой, там, лапопейсу, там еще что-то. Но главное, вот я вам принцип показала расчета, он, естественно, легче, чем в реглане, а может быть, кому-то покажется после реглана и сложнее. Но если это все как бы обдумать и переварить,
Да, а тем более, если попробовать связать, то ничего сложного абсолютно в этом нет. И вы, наверное, да, и, ну, я точно придерживаюсь такого принципа, что если один человек это сделал, почему не могу сделать это я? Вот, у меня также 2 руки, такие же спицы, кстати, о спицах, это троечка, да, мои любимые, троечка. Ну, я в основном вяжу на них и пряжу в основном подбираю, стараюсь, по крайней мере, да, если заказчик там сильно не противится. Вот. Так что вам остается сделать вот такой расчет, связать резиночку, и мы с вами сейчас будем приступать к прибавкам и к рисунку. Итак, да, смотрите, я сделала камеру немножко повыше, рисуночек под рукой убирать не буду, не знаю, будет это мешать, не будет, вот, чтобы как бы ничего не отвлекало камеру, я имею в виду не меня, а камеру, фокус камера, да, смотрите, сейчас у нас на спицах 56 петель, сейчас нам нужно сделать с вами прибавки. Как мы с вами делаем? Смотрите, провязываем 2 петли. Я предварительно 2 ряда провязала лицевыми все петли, чтобы удобнее было, и поэтому, ну, из петель у нас никакого рисунка не будет, все будут лицевыми. Смотрите, 2 петли, и я буду делать прибавки из протяжки. Вот она. Видите протяжку? Еще раз показываю внимательно. Это ниточка между петлями. Это, ну, получается, это нитка предыдущего ряда. Вот она. Вы делаете, девочки, кто уже не начинающий, это показываю для начинающих. Кто не начинающий, любым удобным способом. Это не принципиально. Главное сделать, главное соблюсти количество. Поэтому, видите, мы через каждые 2 петли. Почему, как вы, вот новенькие спросят меня, как вы узнали, почему через 2? Ну, потому что, как бы, вот мы 56, да, делим на 28. Давайте сделаем 56 разделить на 28, получается 2. Так, да, одеваем и скрещенную. Чтобы не было дырочки, обязательно нужно провязать ее скрещенной. Еще раз для новичков показываю. С задней стороны поднимаем протяжечку, одеваем на левую спицу вот таким вот образом. И заднюю сторону, скрещенной. Видите, как получается? Петля скрещенная. Это чтобы не было дырочек у вас потом. Да? Потом вы провязываете 2 петли. 1, 2. И опять из протяжки. Одеваете на левую спицу с задней стороны и заднюю стеночку скрещенной. Это называется лицевая петля за заднюю скрещенная лицевая петля за заднюю стенку. Опять 2 петли провязываем. Все вяжем лицевыми петлями. Опять протяжечку поднимаем. И за заднюю стеночку лицевую петлю скрещенной. Вот. Так у нас дырочек не будет. И сильно ничего отличаться и заметно не будет. Все, спокойно садимся, считаем. 1, 2. Делаем прибавку. Опять 1, 2 и делаем прибавку. Это у нас с вами первый ряд. Будем его считать первым рядом. От него у нас пойдет с вами отсчет. 1, 2 и прибавку. Не забывайте. Сейчас я вам покажу место, про которое новички могут забывать. Но так вот. Вот это место, вот оно 1, 2, и нужно сделать, все равно между спицами обязательно нужно сделать, провязать петлю, вот так, все. Дальше продолжаем мы с вами до конца ряда. Конец ряда, кто-то, если хочет, повесьте маркер. У меня вот такой хвостик, я вижу, где у меня начало, где конец ряда. Вы можете повесить маркер, если вам так удобнее. Все, продолжаем делать прибавки. И второй ряд мы провязываем и просчитываем. У нас должно получиться 84 петли. Встречаемся уже с вами в 3-м ряду, когда будем делать рисунок. Смотрите, сделала я прибавочки. Вот, ну, их незаметно.
Ну, даже если и заметно, они у нас идут как бы с периодичностью, с нормальной. Так что, если у кого-то даже и видно, то должно быть красиво. Я вот так немножко подверну, чтобы мне не мешала высота. Вот теперь я просчитала во втором ряду 84, на каждой спице по 21 петле. Теперь мы будем с вами провязывать рисунок. Я беру ниточку, так называемую, да, ниточка компаньон. Вот только что приготовила и все запуталось. Вот, да, смотрите. Рисунок самый элементарный. Оставляю хвостик, естественно, да, вот одеваю на указательный пальчик, прижимаю в то место, именно в то место, где буду вязать. Пусть хвостик остается, много, не мало, мы отрежем потом. Так, где моя коричневая? Ага, вот коричневую сейчас немножко подтяну. Вот. А вообще я одеваю обе. Вот так, видите? Обе ниточки, обе две. И первую петлю провязываю желтой. Вторую петлю вытаскиваю. Смотрите, я провязываю коричневой. И буду так чередовать. Не делайте сильно туго, потому что из-за вот этих вот протяжек, то, что через одну, вязание само по себе, оно стянется. Поэтому старайтесь, чтобы они, конечно же, были одинаковые. Вот видите, раз, вытаскиваю бежевую, беру желтую, опять бежевую. И вот так через одну я буду чередовать. Одну петельку бежевую. Пусть ниточки у вас меняются, это вообще не проблема. Просто не забывайте очередность, да, и менять. Одну такую, да. Ну, у вас может это, естественно, быть другой цвет, не обязательно же, да, как у меня. Просто, может быть, не видно, ну, как бы, я не знаю, вот как еще вот поближе показать, да. На пальчике обе ниточки я держу, ну, придерживаю, да, натяжку делаю. И вперед. Главное ничего не пропустить. Я имею в виду очередность. Все, цепляем мы одну такую, одну такую. Есть специальные приспособления для жаккарда, там под ниточки. Ну, я думаю, что сначала надо руками научиться, да, сам принцип понять, а потом уже покупать какие-то приспособления. Вот, смотрите, я меняю спицу, да, вот если вдруг, да, там ничего страшного, вы меняете, и точно так же последовательность, это уже продолжаете. Не забывайте туго не вязать, потому что мы вяжем через петлю, и оно все равно, само по себе, оно стянется. Тут самое главное не торопиться, аккуратно. Если не получается, попробовать еще раз, еще раз, еще раз. Иногда так и приходится, чтобы что-то сделать, когда, ну, да, вот нужное. Может быть, с одного раза не получится, поэтому не нужно бросать начатое, а нужно пробовать несколько раз. Вот, я заканчиваю вторую, видите, спицу. Вот. Ну, пока непонятно, пока у нас один что-то такое на один, ничего не понятно. Вот, ну, вы сидите, ну, где-то поудобнее, вам поудобнее, мне просто на камеру, конечно, неудобнее. Вы поэтому возьмите в ручку удобненько все, как вы это делаете. Ну, некоторые вот как-то так вяжут. Ну, в общем, возьмите, как вам удобно. Самое главное чередовать. Самое главное не пропускать ничего. А то вот я иногда бывает болтаю и пропускаю все на свете. Вот потом приходится распускать и переделывать. Ну, ничего. Вот. Давайте довязываем ряд до конца и встречаемся. Вот провязали мы с вами один ряд. Да? Ну, внутренняя сторона нас пока не волнует. Ну, и здесь вроде бы как бы все у нас с вами в порядочке, да? Вот. Теперь мы второй ряд. Второй ряд делаем в
в шахматном порядке мы с вами сделаем, да. Если здесь у нас была желтенькая петля, первая, да, желтая, то сейчас она будет у нас бежевая. Ну, у меня, по крайней мере, будет бежевая. И все, там, где бежевая, будет коричневая, да, будет желтая. И все. И поехали по второму кругу. То есть вот здесь тоже, как бы, опять-таки же, самое главное не запутаться. Очередность, да, не путать. Все, видите? Вот что у нас уже с вами какой рисуночек получается. Да? А дальше с каждым рядом он будет все явно, его будет видно. И очень даже будет у нас все с вами красиво и нарядно. Вот. Так что продолжаем. Все 4 петельки нам нужно, спицы нам нужно с вами провязать, естественно, да. И не забывайте чередовать, чтобы все правильно у вас было. Иногда просматривайте здесь, чтобы не провисали тоже ниточки, потому что бывает такое, что запутается и провиснет. Ну, вот здесь вот вы правой рукой все равно же ощущаете, правильно, как у вас что. Так, сейчас я уже спицу довяжу до конца. И дальше мы с вами будем вязать каждый самостоятельно. Вот. Их. Оп. Что-то тут у меня зацепилось. Угу. Так, если какие-то петельки нужно потянуть, вытянуть, все это у нас с вами обязательно потянется и вытянется. И все ляжет ровненько, как нужно. Все, продолжаем каждый самостоятельно. Связали мы с вами, посмотрите, 2 ряда. Вот, ну, пока непонятно, да, что получилось. Я теперь предлагаю перейти на желтую ниточку. Ну, то есть, да, которая у вас ниточка компаньон, так скажем, да. Здесь все можно потом будет подтянуть, не переживайте, если у кого-то что-то вылезло. И все, мы 2 ряда, все петли, 2 ряда мы провяжем с вами этой дополнительной ниточкой. Вот видите, уже как бы мы с вами такой, знаете, плавный переход сделаем с одного цвета на другой цвет. Ну, по крайней мере, так задумывалось. Должно так смотреться, именно переходики. Вот. Потом, смотрите, мы с вами провязали 1-й, 2-й ряд, да, сделали прибавки. Потом 3-й, 4-й, сейчас желтой ниточкой 5-й, 6-й ряд мы с вами провяжем. Вот. А 7-й, 8-й ряд я предлагаю просто полосочку провязать бежевой. Почему? Чтобы вот здесь как бы, ну, то есть добавлять ее все равно в работу, чтобы здесь не было сзади вот здесь больших протяжек. Потом, когда получается, цветом долго не пользуешься, получаются такие большие протяжки, они могут и неаккуратно смотреться и стягивать потом полотно, наше вязание. Вот, поэтому мы сейчас с вами поступим следующим образом, да, я повторяюсь с вами еще. Сейчас у нас с вами 5-й, 6-й ряд. Мы вяжем дополнительной нитью. 7-й, 8-й ряд, кто хочет, да, переходит на такую полоску, да, основного цвета полоска, ну, у меня будет, да, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й ряд опять желтый, но в 9-м ряду, как вы помните, мы должны с вами сделать прибавку. Значит, когда у нас с вами свяжется 7-й, 8-й ряд вот этой нитью, мы переходим опять на желтую ниточку и будем делать с вами уже еще раз прибавки. Тогда мы с вами встретимся. Сейчас пока ничего сложного не будет, просто вязать лицевыми петлями 4 ряда. 2 ряда желтый, 2 ряда коричневый. Все. Я провязала, смотрите, 5-й, 6-й ряд желтой ниточкой, да. Теперь, чтобы у меня вот здесь большие протяжки не образовывались, я 2 ряда провяжу коричневой ниточкой. Как это сделать? Вы просто желтую убираете, да, там с пальца или откуда, все подтягиваете как нужно, берете бежевую, тоже ее подтягиваете, чтобы вот здесь эта петля не болталась. Вот. И просто начинаете вязать с бежевой, ну, с другой ниточки. Все. 2 ряда 7-й, 8-й я провязываю бежевой ниткой. Вот. Ну, так будет, скажем, веселей. Вот.
Вы, если хотите, тоже так же. Если не хотите, не делайте, вяжите дальше дополнительно. Или придумайте какой-то свой рисуночек. Ну, я вам показываю, как у меня получается. Мы провязали с вами 8 рядов. Вот что у меня получается. По идее, сейчас у нас с вами 9-й ряд, и мы должны, я должна вязать желтой ниточкой, и опять-таки же и прибавки у нас должны быть в нашем 9-м ряду. Но во избежание там каких-то неровностей и чтобы полоска была гладенькая, я 9-й ряд провяжу просто все лицевыми, а в 10-м ряду уже буду делать прибавки. Вот, давайте поступим с вами так. Вот. Ну, можно, конечно, в 9-м. Нет, будет там, может быть, если какой-то рисунок, мы все равно будем, естественно, прибавлять. У нас все будет ровненько. Также через 2 петли мы все будем прибавлять. Но давайте это сделаем все-таки в 10-м ряду. Один ряд провязали мы. Теперь во втором ряду, я имею в виду желтенький, да, это 10-й ряд получается. Мы с вами делаем прибавки. Точно так же 2 лицевых провязываем. Из протяжки делаем дополнительную петлю, да, прибавку. Вот так. Опять 2 петли провязываем. Из протяжки. Вот так я ставлю, видите, спицы крест-накрест. И правой спицей за заднюю стеночку провязываю. Еще раз 2 провязываем, поднимаю протяжку и с правой спицы эту нитку не снимаю, а левую ввожу вот так крест-накрест. И получается как раз за заднюю стенку провязываю перекрещенная. Вот. Все, так спокойно мы делаем 1, 2 и прибавляем. У нас в итоге с вами должно получиться 126 петель. 42 петли должно прибавиться, 126 петель появится. А в следующем ряду уже нам нужно провязать 11-12 ряд. Опять вот такую же последовательность, то есть чередование. И мы уже перейдем с вами тогда на коричневый цвет. Да? Ну, давайте провяжем прибавки, просчитаем их. Да? Вот сейчас можно даже, да, посмотреть, сколько у нас получится на каждой петли, ой, на каждой спице, сколько у нас должно получиться. То есть, если мы одну спицу сделаем, так как у нас равное число петель, да, на каждой спице, ну, хотя у нас уже получилось нечетное, может быть, и неровно будет на каждой спице. Сейчас мы с вами это и проверим. Сколько же у нас? Ну да, вот видите, 1, 2, 1 петля остается у нас. Вот. Так что будьте внимательны. Одну петлю я провязываю, а со второй спицы опять я провязываю одну петлю, а потом делаю прибавку. Вот, будьте с этим внимательнее, вяжите повнимательнее, подтягивайте все ниточки. Давайте и встретимся с вами уже в следующем ряду. Сделали мы прибавки. Смотрите, из-за того, что мы делали прибавки, видите, у нас вот этот желтый как бы 2 ряда, но на вид смотрится как будто бы 1 ряд. Вот даже по сравнению с коричневым, да, вот если сравнить, это из-за того, что мы поднимали из протяжек, и у нас он так как бы 2 ряда сократились. Поэтому я предлагаю еще провязать 2 ряда, ну или хотя бы 1 точно, да, ну чтобы для отчетности, да. Давайте сделаем так, давайте мы провяжем 1 ряд, и мы его просто не будем считать, да, просто без счета. Вот как у нас было 9-10, так провяжем, да, вот, ну, чисто визуально этого не будет заметно. Ну, например, наоборот, если мы еще 1 ряд провяжем, у нас наоборот, визуально будет заметно. А в счете он как бы нам такого большого значения не сыграет. Я чисто просто, чтобы как бы, ну, визуально сохранить полоски. Еще 1 ряд, ну, лично я провяжу, вы как хотите, но считать я его в счет не буду. Ну, я думаю, так лучше, так виднее, да, правильно же? Я так считаю, вы как считаете? Вот так, да, смотрите, красота. Да, теперь мы повторяем вот этот же узорчик.
чередуем. Берем сразу 2 ниточки, сразу все подтягиваем вот таких дырочек. Видите, какие дырочки получаются тут. Наверное, я плохо предыдущую ниточку подтянула. Ну, ладно. Да? Вот так. Сразу 2 ниточки мы берем и начинаем. Давайте начнем с бежевой, да? Коричневая. Ой. Желтую. Вытаскиваем. Коричневую. Не забывайте, не надо затягивать желтую. И все. Кстати, да, я пересчитала. Вы посчитали? Я посчитала. У меня все сошлось, как аптека. Знаете, 126 петель. 63 на одной половинке, 63 на другой половинке. А вот пока мы идем в графике, от наших этих куда не отклоняемся, да, и вяжем вот такую. 2 ряда нам таких провязать нужно. В следующем ряду мы наоборот, да, где было коричневое, там мы провяжем желтое, где была желтая петелька, там мы провяжем бежевую. Вот, да, это у нас идет 11-12 ряд, да, и нам осталось еще немножечко, и все как бы, и будем уже снимать с вами рукавчики. Ну, давайте провяжем эти 2 ряда и встретимся с вами. Итак, смотрите, провязалось у меня 2 ряда узорчика нашего, да, у нас получается 11, 12, нам остается 13, 14, 15, 16, так как мы, я запланировала на грудку, видите, 16 рядов. Вот высота грудки 6 сантиметров, 16 рядов. Сейчас я 4 ряда провяжу коричневой ниточкой, а желтенькую я уже отрежу, потому что, пока, по крайней мере, пока точно не буду делать полоски. Если я соберусь потом на пузике или еще на чем-то, мне там еще немножко ниточек осталось. А вы, если хотите, вы можете также продолжать дальше. В общем, у нас сейчас с вами задача стоит провязать 4 ряда. Ну, или сколько, как вы посчитали, по вашему расчету. Если вы вяжете так же, как я, то провязать 4 ряда я провяжу вот этой бежевой коричневой ниткой. Вот, а потом мы будем с вами уже снимать, формировать рукавчики. Все. Я думаю, 4 ряда лицевыми петлями вы провяжете самостоятельно, справитесь с этой несложной, да, так сказать, задачей. Вот видите, уже как красиво у нас с вами получается, да? Ну, разве не красиво? Конечно, красиво. Вот эти хвостики потом, естественно, они все спрячутся. Ничего нам тут мешать уже не будет. Вот. Так что вяжем 4 ряда и встречаемся. Провязали мы 4 ряда. Все, высоту грудки мы с вами вывязали. Теперь мы будем с вами распределять. Высота грудки у меня должна была быть 6 сантиметров. Вот она и есть, 6 сантиметров. Вот, теперь мы будем с вами петельки. То есть нам нужно рукавчики сбросить на дополнительные петли, ниточку на дополнительную. Мы берем нашу дополнительную ниточку, вот она, да, и смотрим, ширина грудки у нас 5 сантиметров, это 12 петель. У нас будет наша грудка. Но я предлагаю, да, их гулять так гулять, раз у нас нету таких, да, вы каких-то привязанных таких вот расчетов, да, жестко. Поэтому я предлагаю не 12, а давайте 16, да, сделаем. Пусть будет посвободней. Итого я провязываю 8 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, пусть будет грудка, так грудка широкая. Вот. 8, то есть я половину грудки сейчас провязала, половину грудки. А теперь я 26 петель, вот эти вот рукава, я скидываю на дополнительную ниточку. Вы проделаете то же самое. Не буду затягивать время, видео, да, здесь как бы ничего такого экстраординарного нет. Просто берете, снимаете, можете на крючок, можете на иголочку. И главное просчитать 26. С рукавами мы как бы ничего делать не будем. Как мы рассчитывали 26, пусть так и будет 26.
Вот получилось, видите, скинуть на дополнительную ниточку. Можно ее хорошенечко подтянуть, потом спрятать вовнутрь, чтобы она под руками не мешалась. Теперь нам на эту спицу нужно с вами сделать будет 2 наши вот эти вот петли, добрать 2 воздушные петли. Ой, да что ж такое? Раз, петельку просто мы делаем. Я просто вот это вот мешается. Вот раз, петля, мы ее затягиваем посильнее. И вторая. Вот так берем на пальчик и переворачиваем. И сюда делаем спицу. Все, 2. Сейчас у нас уже с вами 10. Давайте еще с этой спицы мы со спинки провяжем 10, потому что у меня уже что-то постоянно падает. Немножко распределим, да, и отсюда мы вяжем 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наверное, осталось нормально, да? Ну, вот. Эта спинка осталась. Со второй половины мы поступаем аналогично. Да? Сейчас мы провязываем. Вот сколько здесь осталось, сейчас мы посмотрим, с вами посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь получилось 19. Так что почти одинаково. Да? Я произвела обратный отсчет, опять-таки же от серединки. Да? Я отсчитала 8, потом 26, и вот у меня 3 остаются петли. Сейчас я с них начну, да? А потом я вам сейчас все разложу, все покажу, как что получается. Вот начинаю я опять снимать 3 и снимаю точно так же. Здесь 26 опять на рукава, и 8 у меня останется. Вот смотрите, сняла я второй рукав 26. Теперь на эту же спицу, да, вот на подрезы точно так же мы делаем 2 воздушные петли. 1 и 2. Подвигаем поближе, соединяем и довязываем наши 8 петель. Сейчас вот так перемотаем. Угу. И довязываем наших 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Все. Распределение мы наше закончили. Да, я теперь вам показываю, что у нас с вами получилось. Вот получилась наша грудка. Вот она, да? Это грудка, 2 рукава. Довольно-таки просторные. Да, и спинка. Вот. Только мы все с вами связали без реглана, а по кругу. Принцип тот же самый. Все. Дальше мы с вами вяжем. Спросите, и доколе мы будем вязать. Объясняю. Этот комбинезон свяжу для мальчиков. Ура, мальчики, ура. Для мальчиков. Поэтому у мальчиков здесь есть одно причинное место. Вот я его нарисую карандашиком. Ну да, вы все как бы про это знаете. Вот. Нам нужно измерить до причинного места. То есть нам теперь нужно вывязать от там, где у нас кончился реглан, от подмышки. Да, вот это место от подмышки. Вот оно. И до причинного места. Обычно, сколько я на мальчиков вязала, при том, да, при ширине шага, например, в 15 сантиметров, да, ну, у мальчиков это тоже как бы величина такая присутствует. Нам она тоже нужна будет. Это до паха, до задней ножки. От подмышки передней до паха задней. Составляет 15, при условии, если ширина шага 15 сантиметров у мальчика, то до причинного места получается где-то сантиметров 12. Пишу 12. Ну, если видно, я надеюсь, видно. 12. Поэтому я сейчас провяжу
10 сантиметров, потому что 2 сантиметра я провяжу резиночкой. Поэтому те, у кого мальчики, вяжем вместе со мной. Вяжем 10 сантиметров. Вот. А те, кто девочки, для девочек, вяжут до паха. То есть сколько у вас, ну вот ладно, в данной ситуации до паха 15 сантиметров, но опять-таки же с учетом вот этой резинки, значит 13 сантиметров, да. Но вот это расстояние, так, стоять, вот это расстояние, про которое я говорю, вот от подмышки до, ну, до паха, да, будем говорить, что здесь пах. У девочек здесь пах, у мальчиков здесь причинное место. Что там? Слушайте меня, пожалуйста, внимательно и не задавайте потом вопросов. Сейчас говорю и для девочек, и для мальчиков. Это расстояние, которое мы будем вязать, да, без учета резинки. У мальчиков это 10 сантиметров, у девочек 15, но неважно, назовем его N расстояние. Мы его условно делим на 4 части. 1, 2, 3, 4. То есть сейчас нарисую. Да, давайте я вам вот так покажу, да, вот так, смотрите. В общем, нам нужно с вами умудриться сделать здесь по убавкам, сделать убавки. И вот так, да, видите, как я красиво все наложила. Вот так. Просто у девочек, да, вот здесь между убавками будет побольше рядов, потому что расстояние у девочек здесь больше позволяет. У мальчиков в эти 10 сантиметров нужно уложить. Вот поэтому, да, смотрите, мы 10 делим на 4, это по 2,5 сантиметра. То есть мы провязываем с вами 2,5 сантиметра и делаем убавки. Я сейчас одну вам покажу, как это будем мы делать, принцип, а дальше вы как бы уже подключите голову и сделаете это самостоятельно. То есть сейчас мы с вами вяжем 2,5 сантиметра. Это для мальчиков, я говорю. Для девочек вы, ну, например, 13, ну, уж так не будем, да, как бы делить на 4, разделим 12 сантиметров на 4, да, это получается, то есть вам это нужно сделать через 3 сантиметра, ну, понимаете, да, немножко, там полсантиметра, вот, сделать убавки, то есть, как бы с девочками мы встречаемся через 3 сантиметра, с мальчиками через 2,5 сантиметра, и мы с вами сделаем убавки. Еще раз, ну, я во всех своих видео это показываю. А для чего? Вот, я забыла сказать. Некоторые скажут, ай, зачем лишнее? Вот смотрите, теперь я складываю вот так. Грудка здесь широкая, видите? А здесь пузико. Мы подбираем пузико, чтобы вот этот свитер не болтался. Ладно, с девочками проще в этом плане. У них еще до того места, как бы, которая может испачкать и намочить, еще далеко. А у мальчиков-то недалеко. Поэтому для мальчиков это еще важнее, чем для девочек. Чтобы на пузе вот это вот не болталось и не висело. Чтобы он, когда ходил по маленькому в туалет, чтобы он не пачкал свитер. Вот для чего это. Так что давайте вяжем. Девочки 3 сантиметра, мальчики 2,5. И встречаемся.